Пир во время чумы, как юбилей Рандеву, стал репутационной катастрофой. Частные самолеты, Куршавель и концерт Патрисии Касс. Юбилей Рандеву обернулся громким скандалом. Почему роскошный праздник вызвал волну отмены бренда, и есть ли у компании шанс вернуть доверие покупателей? А вначале благодарим вас, что смотрите это видео, и если вы еще не подписаны, вы здесь не случайно. Подписка помогает каналу расти, а спонсорство делает такие видео глубже и чаще. В начале 2026 года российская сеть обуви и аксессуаров Рандеву неожиданно стала главным героем общественного возмущения. Поводом стало празднование юбилея бренда на одном из самых дорогих курортов Европы – французском Куршавеле. Компания решила отметить сразу две даты – 16 лет своему бутику на курорте и 25 лет всей сети. Формат праздника оказался максимально роскошным, и именно это и сыграло против бренда. Для блогеров, инфлюенсеров и селебрити был организован практически безупречный по меркам люкса отдых. Перелет частными самолетами и вертолетами, размещение в дорогих отелях, катание по горным склонам, ужин с устрицами и элитным алкоголем. А кульминацией стал концерт Патрисии Касс. По оценкам экспертов и СМИ, бюджет поездки составил десятки миллионов рублей. Однако вместо восторга компания получила волну критики. Главная причина общественного недовольства – резкий контраст между глянцевыми кадрами из Куршавеля и реальной ситуацией внутри страны. Начало 2026 года сопровождалось ростом цен, высокой кредитной нагрузкой и снижением реальных доходов россиян. На этом фоне бренд, работающий в среднем ценовом сегменте повседневной обуви и аксессуаров, демонстрировал частные джеты и шампанское в Альпах. Особенно болезненно эту демонстрацию роскоши была воспринята сотрудниками и покупателями. В медиа и соцсетях появлялись жалобы работников компании на сокращение премий, бонусов и зарплат. Продавцы рассказывали, что если раньше доходы могли доходить до 200 тысяч рублей при высокой нагрузке, то теперь потолок около 80 тысяч. А сокращения стали массовыми. По словам сотрудников, отношение со стороны руководителей также изменилось. Людей прямо подталкивают к увольнению, заявляя, что незаменимых нет. У покупателей также накопились вопросы. Цены растут, сервис вызывает массу претензий, а деньги, судя по всему, уходят на праздники для закрытого круга знаменитостей. В результате в массовом сознании сложилась простая и болезненная формула. Одни зарабатывают деньги бренду, другие на эти деньги отдыхают в Куршавеле. Отдельный пласт критики связан не только с экономикой, но и с символикой. Куршавель давно воспринимается как место отдыха крайне обеспеченной публики, а в последние годы приобрел еще и политический оттенок. На фоне продолжения спецоперации, разговоров об импортозамещении и поддержке экономики внутри страны, новости о многомиллионном празднике во Франции вызвали особенно жесткую реакцию. Депутаты, общественные деятели и военные открыто назвали происходящее пиром во время чумы. В соцсетях звучали обвинения в том, что подобные мероприятия выглядят как поддержка экономики недружественного государства в период внешнего давления на Россию. Особенно резонансным стало эмоциональное обращение участника СВО, находящегося в ДНР. Он заявил, что пока одни рискуют жизни, другие позволяют себе роскошные курорты, и задал прямой вопрос, допустимо ли это в текущих условиях. Эксперты по коммуникациям сходятся во мнении. Проблема не в самом факте корпоративного праздника, а в его формате и демонстративности. За последние годы маркетинг заметно изменился. Бренды все чаще уходят от показа недосягаемой роскоши и делают ставку на близость к человеку, участие в жизни клиентов, социальные инициативы и уважение к контексту. Сегодня куда больше доверия вызывают микроинфлюенсеры и локальные лидеры мнений. Люди, живущие той же жизнью, что и аудитория бренда. На этом фоне ставка Рандеву на громкий выезд звезд с акцентом на люкс выглядела как движение против течения. К тому же возникло очевидное несоответствие позиционирования. Рандеву не узкий лакшери бренд, а сеть для широкой аудитории. И когда такой бренд показывает частные самолеты и дорогие курорты, у покупателей закономерно возникает вопрос, понимает ли компания, как живут ее клиенты. Когда негатив стал массовым, у бренда был выбор – признать ошибку или занять оборонительную позицию. Компания выбрала второе. В официальных комментариях акцент был сделан на том, что закон нарушен не был, а цены в магазинах не изменились.
Однако аудитория ждала не юридических оправданий, а человеческой реакции. По сути, бренд ответил на вопрос, имели ли мы право, проигнорировав вопрос, было ли это уместно. Дополнительное раздражение вызвал выпуск свитера с отсылкой к Куршавелю и шутливым посылом о долгих воспоминаниях. Многие восприняли это как попытку превратить общественное возмущение в ироничный мерч. Финальным штрихом стало удаление критических комментариев в соцсетях, что только усилило ощущение оторванности от реальности. По мере развития ситуации начали всплывать и другие проблемы. Журналисты обратили внимание на прошлое бренд-директора «Рандеву» Алины Миевой. По данным СМИ, она родом из Днепропетровска. А в сети обнаружились материалы, где фигурирует внешне похожая на нее девушка в вебкам-контенте. Официальных комментариев на этот счет не последовало. Кроме того, в конце 2025 года РЕН-ТВ сообщал о массовых жалобах клиентов на качество обуви. За последние годы только в московских судах было зафиксировано 127 дел, связанных с защитой прав потребителя. В декабре 2025 года Роспотребнадзор вынес компании предостережение после жалобы покупателя из торгового центра «Каширская Плаза». Согласно данным Spark, у компании также были претензии со стороны Роструда. В ноябре 2025 года инспекция труда рассматривала обращение сотрудника о нарушении режима рабочего времени и неполной выплате зарплаты, включая систему штрафов. Первый магазин «Рандеву» открылся в 2000 году в ГУМе. Сегодня сеть насчитывает 104 магазина по всей России, а также точки в Куршавеле и кипрском Лимассоле. Ассортимент включает более 100 брендов, среди которых Michael Kors, MM6, Maison Margiela, Versace Jeans, Couturier и другие. По итогам 2024 года выручка компании составила 36,9 миллиарда рублей, показав рост на 17%. При этом чистая прибыль сократилась в 1,7 раза до 762,9 миллионов рублей. С мая 2022 года 100% компании принадлежит Мариам Бахчинян. Ранее бизнес контролировал ее брат Симон Бахчинян. Эксперты считают, репутационный кризис можно превратить в точку роста, но только при условии открытого признания ошибок. Компании необходимо выйти из режима молчания, дать честное интервью, признать, что форма празднования была выбрана без учета общественного контекста и показать реальные шаги по поддержке сотрудников и клиентов. Без этого риск закрепиться в образе бренда, живущего в параллельной реальности, остается крайне высоким. Финальной и во многом символической точкой этой истории стал пожар в Куршавеле. Вечером 27 января в пятизвездочном отеле Les Grandes Alpes, где располагался бутик «Рандеву» и где совсем недавно жили участники скандального пресс-тура, вспыхнуло возгорание. По предварительной версии, огонь начался в дымоходе камина, после чего быстро перекинулся на крышу и стены здания. Из-за сложной конструкции, большого количества деревьев, изоляционных материалов и толстого слоя снега, пожарные долгое время не удавалось добраться до очага. С огнем почти двое суток боролись более 110 спасателей. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Из здания эвакуировали порядка 260-270 постояльцев, которых экстренно расселили по другим отелям курорта. Во время тушения травмы получили 6 пожарных. В результате стихия серьезно повредила историческое здание, построенное в 1947 году, а также полностью вывела из строя бутик российской обувной сети, который теперь закрыт на неопределенный срок. Позже стало известно, что ранее комплекс был связан с семьей российского миллиардера Рубена Бахчиняна. Однако, несколько лет назад объект, по данным источников, был продан украинской компанией. Кадры горящего отеля быстро разошлись по соцсетям, видео опубликовал, в частности, Максим Галкин, находившийся в тот момент в Куршавеле. В телеграм-каналах пожар тут же стал предметом ироничных и жестоких обсуждений, окончательно превратив куршавельскую историю «Рандеву» из репутационного кризиса в символическую катастрофу. Алгоритмы любят лайки и подписки, независимые проекты держатся на поддержке зрителей. Спасибо всем, кто уже стал спонсором.